В детстве я учился в музыкальной школе, но не закончил ее. Довольно долго после этого я не занимался музыкой. Взросление принесло много разных потрясений и забот, которые казались важнее музыки. Но в определенный момент я вернулся к инструменту. Да, кстати, об инструменте. Дома у меня стояла старая пианино, которое мама у меня купила за бесценок очень давно. Со временем в нем сломалась часть клавиш, но это мне не мешало как бы пользоваться им, что-то сочинять. И с возрастом я обнаружил, что у меня, оказывается, достаточно много сочинений. И в определенный момент я просто начал нуждаться в том, чтобы поделиться этим с окружающим и с близкими. Ведь когда мы делаем что-то достаточно долгое и даже пытаемся как-то осмыслить, мы пытаемся придать этому дополнительную ценность. В общем, я начал искать форму самовыражения, и так созрела идея написать альбом. И большая часть всех моих ранних сочинений вошла в него. В альбоме я решил подчинить эмоции некой концепции, идеи или сюжету. Эти переживания я обратил в историю рыцаря, и его путь через сюжет был призван олицетворять мужчину и его подстолкновение с миром. Мы, конечно, говорим о рыцаре как об объединяющем образе. Собирательном. Да, собирательном. Но в то же время, как бы, я, описывая эмоции, я как бы говорю и о своих переживаниях. Мне это знакомо, и я понимаю, о чем речь. В качестве примера я хотел бы отметить композицию «Лунный сад». Она очень хорошо иллюстрирует концепцию Ильи. В этой части альбома рыцарь достигает замка и сталкивается с его правителем, лордом. Однако замок, столь красивый и величественный снаружи, оказывается внутри заросшими и запущенными руинами, которые не имеют ценности, какую представлял себе главный герой. И когда Илья передал мне ноты, я заметил, что настроение в течение всей композиции несколько раз изменяется от спокойного и меланхоличного до агрессивного. Чем не своеобразный диалог между героями? Диалог между рыцарем и лордом, правителем этого замка. Когда мне Леша озвучил эту мысль, что это некое общение, я поддержал эту идею, потому что именно такие эмоции я закладывал в композицию. И это поддерживало то, что я хотел сказать, столкновение ожиданий персонажа, рыцаря, главного героя, с действительностью, к которой он пришел. Рыцарь ожидал битвы, он хотел триумфа, но оказалось, что ему уготовано просто изгнать призрак, просто занять его место. Занять место правителя на троне. Вообще композицию можно рассматривать как отдельное произведение, но чтобы полностью погрузиться в атмосферу и сопереживать героям, нужно все-таки, наверное, послушать все остальное. Да, весь альбом. То есть нужно проследить историю рыцаря через весь альбом, чтобы понять, как бы, этот диалог, в чем его... Понять жертвы рыцаря. Да. Наверное, это будет правильно сказать. У альбома есть несколько заглавных тем, которые развиваются от произведения к произведению. Они, если можно так сказать, взрослеют вместе с главным героем. То есть музыка обладает некой преемственностью. То, что звучит в начале как лейтмотив, впоследствии развивается и усложняется. Это создает, как мы считаем, ту самую атмосферу пути. Атмосферу пути главного героя через сюжет. Но, тем не менее, нужно понимать, что основная тема или несколько основных тем, это, конечно, важно, но
повторяться, это самокопирование, это не очень профессионально. Вот. Вообще, когда я начинал сочинять, я ввиду несовершенства как бы техники игры, у меня было ограниченное количество приемов, которые я мог использовать. Например, я работал из ля минора, но просто потому, что большая часть моих ранних сочинений была написана в нем. И ля минору я выбрал тогда просто потому, что на моем пианино в детстве были сломаны несколько клавиш, которые отвечали за часть там, мажорных аккордов. Вот. И ля минор это было единственное, в чем, в общем, я мог хоть как-то ориентироваться. Я чувствовал, что многие композиции вот из-за этого отчасти чем-то похожи, и поэтому я путем экспериментов пришел ко множеству открытий. Возможно, эти открытия для ученого-музыканта могут показаться, скажем, совершенно очевидными, но для меня это было... мне пришлось многому научиться. Я старался сделать акцент на фортепиано. Так как композитор у нас клавишник, изначально мне было необходимо сохранить мелодию в ее первозданном виде и вывести фортепиано на первый план. В таком случае оркестр выступает в качестве аккомпанемента. Однако оставлять такое количество инструментов на второстепенных ролях было бы несколько неразумно. И я работал над аранжировкой, которая бы имела право на существование и без солирующих клавиш. Я раньше не писал оркестровок, и когда Илья предложил мне поработать аранжировщиком, я загорелся мыслью создать нечто, что было бы приятно услышать и в живом выступлении. Я почувствовал себя настоящим дирижером. Несколько раз я подходил к вопросу расстановки групп инструментов и в итоге создал свою рассадку оркестра, схожую с американской. Я несколько месяцев изучал инструменты и их штрихи, но самое главное, я хотел создать иллюзию, что это не просто MIDI-дорожки, и смоделировал звучание, основанное на записи методом дерева Дека, которое представляет собой систему из 3 микрофонов, расположенных на высоте около 3 метров над дирижером. Согласитесь, очень много нюансов, подталкивающих к изучению этого произведения. Мы бы хотели, мы очень надеемся, что зритель и слушатель остановит свое внимание достаточно долго на это, потому что сейчас, вот в наше время, все мы очень быстро считываем и воспринимаем. Лично я видел в этом проблему, которая, скажем так, и меня касалась. И чтобы, вот, так сказать, придать этой истории... Значимость некую, что ли? Ну, это, наверное, неправильное слово. Чтобы зритель мог достаточно долго изучать произведение, я решил, что надо шагнуть чуть дальше музыки, и я попросил моего отца создать живопись для проекта. Это был очень необычный опыт. Я наблюдал со стороны за тем, как история оформляется, как она превращается в целую вселенную. И благодаря этим иллюстрациям, благодаря живописи Александра, эта история обрела некую осязаемую структуру. Это позволило музыке, которую мы создавали, стать насыщеннее, сильнее и интереснее для нас самих. Для меня работа над этой музыкой стала неким испытанием. Даже не с точки зрения того, что мне пришлось подойти более академично к
к сочинительству, речь тут скорее о том, что мне пришлось многими вещами, убеждениями пожертвовать, поставить их под вопрос, так сказать, чтобы вернуться к тому, что мне нравилось давным-давно, к тому, в чем я начал нуждаться. Я понял, что любое дело требует жертв. Касается на тебя или не касается, но если ты им занимаешься, оно потребует вложений. Поэтому вот важно, наверное, себе отдавать отчет в том, что принадлежат ли вот мечты о достижении чего-либо действительно тебе, твои ли это мысли, и если они заставляют тебя стыдиться того, о чем ты когда-то, наверное, мечтал, стыдиться своего, ну, скажем, того малого, что тебе когда-то нравилось, но ты решил этим пренебречь. Может оказаться так, что отказавшись от чего-то незначительного в себе, в пользу больших понятных мечтаний, которые вот объединяют многих людей, вы отдаляете себя от самого важного в вашей жизни, от проблем, которые вы должны решить, и отдаляйтесь от самой большой победы над собой.